Всем привет, с вами Дэн, и у нас снова на обзоре бренд из Малайзии, из города Куала-Лумпур под названием Revealed. Я уже показывал первую модель, и она прям потрясла своим хорошим соотношением цена-качество и с таким приятным дизайном, что называется, на каждый день. Ребята, в принципе, не скрывают, да, особо, что у них есть элементы заимствования, да, хомажи, но они при этом всегда добавляют новые детали в свои модели. Есть несколько линеек, эксперименты разные с материалами: бронза, дамаск, метеорит, карбон. И часы, кстати говоря, можно купить в России, цены такие же, как у производителя, но при этом, понятное дело, что в рублях и без каких-то там сложностей с доставкой, таможней, оплатой и так далее. И по промокоду DENGITAT скидочка 5%. Сегодня мы поговорим про их линейку R10, которая называется Admiral. И хочется сразу сказать, что у всей линейки, да, схожие характеристики, но есть важные нюансы. Схожие характеристики какие? Механизм везде Seiko NH34 с автоподзаводом, датой и функцией GMT, невероятно популярные в последние годы. Стекло сапфировое с внутренним антибликовым покрытием, люминофор суперлюминова C3 швейцарская, водозащита 200 метров, гарантия 2 года и имеется быстросъемный ремешок. И начнем мы сегодня с лимитки, которая называется Revealed Limited Edition Admiral GMT Damask Storm. Их выпущено всего 30 штук, и на сайте уже на официальном их нет. Опа, вот такая вот большущая коробочка, и здесь есть что? Инструкция, и даже такое вот есть описание по модели, размеры, где ребяточки уже засветились, но гитат надо добавить, я считаю. Также, значит, поскольку Адмирал, то у нас морская тематика, и есть в коллекции вот такой вот катер, видимо, да. Ну, ребята, мне кажется, в плане вот катеров надо поучиться у Ракеты, какие там подлодочки, да, ну, хотя и цены другие. Ну, ладно, это все ерунда. Самое главное, что? Самое главное, конечно же, часы. И именно вот эта модель, она у них ого-го. Потому что здесь сразу идет что? Материал корпуса. Дамасская сталь, ребяточки, а. Очень красиво. Какая фактурка. И, кстати, знаете, что я сейчас сразу подумал? Зачем они этот кораблик положили? Это же кораблик, видимо, со стелсом, да? Когда у нас он маловидимый, да? И очень неплохо сочетается вот с этой фактурой на корпусе. Мне бы, вот, честно говоря, никогда бы и в голову не пришло. Но вот с таким оттенком, с таким сочетанием, это прям оно. Значит, у нас что? Корпус – это дамасская сталь. Ну, вообще, что такое дамасская сталь? Это разновидность стали, которая изготавливается путем совместной ковки железа и стали. При этом образуется волнистый узор. Ну, вот здесь у нас есть волнистый узор. Но он такой, знаете, какой-то больше даже в милитари волнистость. Ну, мне так кажется. Значит, корпус – дамасская сталь, безель – дамасская сталь. Циферблат здесь тоже из дамасской стали, тоже такое волнистое и с таким же оттенком. И, слушайте, ну, интересно. Мне нравится, как они реализовали вот это кольцо, что-то какое-то, как будто бы ты смотришь на какой-то прибор. И еще вот очень интересно, когда такая накладка идет, она продолжается от внутренней части ранта, где есть разметка 24 часа, оранжевого цвета, такого контрастного. Дальше идет вот это кольцо, которое немножко так как бы обхватывает дамаск и сам циферблат. И все это дает объема, естественно, здесь многоуровневость. И дату, интересно, они тоже заключили вот в такой вот дополнительное внутреннее кольцо. И стрелки, которые больше напоминают некие ракеты. То есть это явно такая милитари стилистика. Ну, недаром у нас здесь катер в комплекте. Получилось ярко, на самом деле, необычно, я бы сказал. И мне нравится и сочетание цветов, и, конечно же, вот эта вот, ну, текстура, конечно, здесь просто потрясающая. Очень круто. Вот прям здорово. Никогда, наверное, мне дамаск настолько не нравился, как вот здесь, именно в этом корпусе. Очень красиво. Даже никогда не задумывался себе взять дамаск, но вот в этой вариации классно. И смотрите, здесь по застежке, да, у нас бакли тоже.
Тоже с Дамаском и тоже вот с этим красивым рисунком. Круто. Ребята красавчики. Ремешок силиконовый, и что касается российского ритейла, то 74 600 рублей примерно. По крайней мере, на момент записи ролика. Ну, не забывайте мой купончик 5%. А задняя крышка глухая, и интересно здесь сделано, посмотрите, она глубокая, и здесь чувствуется, то есть это черный такой, как будто бы турбина, черная, внутри логотип бренда. Указано, что лимитка 25 из 30. Красивый, кстати, номер. Основные характеристики: система быстрой смены ремешка есть. И ремешок мягкий, очень удобный, такой плотненький, хорошо сочетается по толщине с ушками часов. Нравятся вот это вот оранжевые полосы, которые, опять же, перекликаются и со стрелочкой GMT. Кстати, стрелка GMT здесь хорошо реализована. Она маленькая, она достаточно незаметная относительно часовой и минутной стрелки. Но при этом вот этот оранжевый кончик, он хорошо считывается. То есть, если вам реально нужен GMT, то он будет читаться прекрасно. И опять же, он у нас читается где? Не по циферблату основной части, да, а он читается по внутренней части ранта. Пожалуйста, вот стрелочка у нас указывает на 14 часов. Ну, GMT, сами понимаете, для путешественников, для туристов, для тех, кто часто в командировке ездит, кто следит за другими городами. Ну и, конечно, тут у нас, если милитари часы, то для милитари цели тоже GMT, почему бы и нет. Может вполне пригодиться. Хочется мне уже перейти, наверное, к размерам. По безелю получается 41. Корпус, как мне кажется, чуточку пошире. Ну, совсем чуть-чуть, да, 41,5. Высота. Стекло, кстати, здесь плоское, и оно на одного уровня с безелем. 13. Что у нас по ремешочку? 22, наверное. Да, 22. Ремешок стандартной ширины. Можно любые сторонние ставить, если захотите. 48,2 от ушка до ушка. По поводу сторонних, мне кажется, здесь очень много с чем можно поиграть. И с текстуркой вот этой интересной у кого-нибудь мастеров, например, заказать что-нибудь такое, да, вот ремешок серый какой-нибудь с такой фактурой. Или, может быть, наоборот, черный, или что-то контрастное. Слушайте, ну вот здесь эти часы прям вот такой магнит для интересных ремней. Вот мне точно кажется. Значит, мое запястье 18,5, ну шикарная посадочка. Нравится мне этот корпус, такой гранененький. При этом ушки достаточно массивные, но короткие, поэтому посадка удобная. Ремешок достаточно близко к корпусу, никаких дырок здесь нет. Мягкий, плотный, пухлый ремешок, классно. Сидят шикарно. На коже, думаю, будет еще более шикарно, но понятно, что по умолчанию, поскольку у нас часы 200 метров защита все-таки дайверские, да, спортивные, поэтому по умолчанию идет правильный ремешок силиконовый, но можно будет подобрать что-то на свой вкус. Чуть меньше, чем 115 грамм по весу, мне кажется, очень даже неплохо. Но это еще не все. Я же сказал, что мы знакомимся со всей этой линейкой, и поэтому нужно показать и другие нелимитированные модели. Давайте начнем вот с этой коробочки. И здесь... Здесь у нас метеорит, ребяточки. Ну, здесь комплектация несколько проще, но в принципе все основное есть. И коробки стандартные для Revealed. И в этой версии какое различие, да, по сравнению с лимиткой? Ну, здесь метеорит. У нас на циферблате идет основа. Кстати, тоже вот в таком цвете, да, с таким оттенком. Тоже такие часы, я бы сказал, милитари, спорт, но такие очень серьезные. Корпус точно такой же, но здесь корпус стальной. И в базе идет стальной браслет. Ну и в целом оттенки чуть более сдержанные, то есть оранжевых акцентов здесь всего лишь 2, это метка 12 на безеле и это наконечник стрелочки GMT. И в этой версии у нас белая секундная стрелка, она хуже читается, конечно, чем яркая оранжевая на версии лимитированной. Но зато здесь циферблат, он такой больше двухцветный, двухтонный, я бы сказал, такой серо-белый и синий. Более стандартный, может быть. Но мне нравится очень красивый рисунок здесь по метеориту, такой достаточно резкий, да, очень интересно выглядит. И, кстати, классно сочетается с этим вот граненым корпусом. То есть корпус в целом сам по себе такой монстроподобный, очень технологичный и красивый, удачный.
И к нему подходит как раз вот такая, да, у нас и метеорит хорошо подходит, и Дамаск вот в версии, да, который у лимиток. Круто. Кстати, задняя крышка здесь уже такая как бы золотистая, вот эта турбина. Тоже есть система быстрой замены браслета, есть такая хорошая застежка на двойном фиксаторе, симпатичная очень, у которой есть система быстрого укорачивания. То есть мы на кнопочку нажимаем, и браслет где-то в пределах сантиметра можно менять. Экспресс такая замена. Классный браслет. Кстати, не буду здесь снимать пленки, но это видно, что браслет хорош. Браслет матовый, звено из пятисоставное. И единственное, может быть, что здесь он не полностью, да, такой вот как бы является первое звено, оно не полностью входит в корпус. Поэтому некоторый такой промежуток между браслетом и корпусом есть. А браслет сам по себе шикарный, но мне кажется, эти часы, может быть, все-таки я больше вижу в плане спорта, да, в плане, опять же, их морской милитари направленности, может быть, больше на каучуке, может быть, больше на тряпичных НАТО-ремешках. Но в базе, знаете, в базе браслет всегда лучше, чем что бы то ни было. В большинстве случаев, потому что проще потом прикупить любой ремешок, нежели браслет доставать. Значит, эта версия у нас называется Revealed R10 Admiral GMT Grey Storm. Метеорит в стали. И, собственно, здесь о чем еще хочу сказать? О том, что цена на российский ритейл примерно 47 тысяч рублей. Ну и безель, ставка на безель здесь матовая, синяя, керамическая, так же, как и на лимитированной версии. Ну, безели в данном случае здесь у нас одинаковые. Версия с метеоритом. Ну, тоже достаточно такая холодная, да, по впечатлению. И на сегодня третья модель, тоже весьма интересная. Здесь модель в черном, DLC покрытие, устойчивое к царапинам, да, по крайней мере, производитель так об этом говорит, что она дополнительно предохраняет часы от царапин. И здесь версия, которая называется GMT Glacier, то есть это ледник. И здесь, как мы, естественно, видим, ледник. Оттенок такой красивый, голубой, сочный, такой достаточно холодный. Тоже, кстати, прикольно подходит к этой стилистике, к этим стрелкам, к этому циферблату. И такой же, знаете, более для северных морей, я бы сказал. Если у нас лимитка из Дамаска это южные моря, то это точно северная, что-нибудь такое, подводная лодка, особенно с этим вот черным DLC. Ну, прикольно, кстати, действительно на любой вкус можно подобрать. Здесь, правда, похуже читается GMT стрелка, но, мне кажется, это не критично, к тому же, опять же, можно к ней привыкнуть. А здесь циферблат уже стальной, да? На браслете эта версия стоит около 40 тысяч рублей. Мне кажется, что с учетом характеристик это просто шикарнейшая цена. Давайте, кстати, посмотрим вес на браслете. 207 грамм. И также вам хочу показать, насколько этого самого браслета хватает. Ну и да, вот на черном браслете такой уже больше в стелс. Если мы не удлиняем браслет вот при помощи дополнительного механизма, то где-то 4-5 сантиметров, в общем, можно будет добавить. Так что на любое запястье практически эта модель сядет. В макро все-таки хочется посмотреть на Дамаск. Все-таки не часто на рынке бывает. Красиво, красиво. И глубокий, как я говорил, циферблат. Приятно сделаны стрелки. Посмотрите, да, такие прям ракеты у нас. Все надписи, все такое вот, все, что мелкое, все очень аккуратно. Безель. И вот она красота. Люм на заводной головке у Revealed. Это их фишечка такая. Ну и задняя крышка. Ну, необычно, кстати, необычно. Грязь, конечно, здесь будет забиваться, но ничего. 200 метров водозащиты помыть можно. Что по итогам? Удивительное дело, но мне понравились все три версии. Они все по-своему хороши. Вот это черное DLC с таким холодным синим оттенком подходит, да, на что-то такое северное. Метеорит хорош по-своему, очень такой сдержанный.
Но, пожалуй, из этих трех я бы выбрал версию в дамаске, потому что мне очень понравилась вот эта сама идея, это сочетание именно по стилистике часов. Не сам по себе, да, вот как бы дамаск, а именно вот в этом применении, в этом приложении. Не в какой-то винтаж, как правило, идут, да, вот что-то такое, а именно в такой какой-то вот попытки Дамаск где-то сделать в сторону бронзы, вот что-то такое, да, вот по впечатлениям именно от часов. А здесь вот такая сдержанная милитари-стилистика мне понравилась. И в целом, как всегда, у Revlon приятные цены, отличное соотношение цена, характеристики и качества. И тут, собственно, дело за покупателем. Если ему нравится модель, нравится сочетание цветов, какие-то варианты, а вариантов у них всегда много, то, собственно, почему бы и нет. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.